Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы сегодня поговорим о тепличных томатах и не только. И это связано с темой обрезки листьев. Причем не только у томатов, но и у огурчиков. Потому что есть такие авторы, которые просто пишут мне всякие неприятные вещи, мягко выражаясь, о том, что я не права, что рассказываю о том, что нужно обрезать листья. Но смотрите, давайте рассмотрим обрезку листьев, да? Ну и этот разговор как раз я затеяла из-за того, что у меня вечером состоялась беседа с молодыми, еще неопытными огородниками. Они тоже имеют теплицу. Они не обрабатывали растения против болезней. А что теплица, зачем? И так хорошо. И, естественно, растения заболели, да, и не было у них мульчи. Хотя сейчас уже и мульчу нашли, купили, солому. Так вот, вопрос в том, что они заболели томаты, обрезали все, оставили только чуть-чуть, там на верхушке еще зеленые. Они и будут продолжать болеть, потому что они заражены спорами грибковых заболеваний. И дело не в том, что они неправильно обрезали, а у них стоял вопрос вообще спасти растения. Поэтому они обрезали полностью листья, теперь говорят, вот ты виновата, что у нас теперь томаты голые, без листьев, и, естественно, мы урожая не будем иметь. И это у тебя в видео обрезаем листья томатов. И не только листьев, я, кстати, еще раз хочу показать. Мы снова же опускаем наши огурчики в один стебель и постоянно внизу обрезаем. И здесь смотрите, что у нас без листьев. Если бы листья мы оставляли, вот эта спиралька, здесь бы уже было бы тоже куча заболеваний и вредителей. А так, растения все здоровы, плодоносят. Ну, приходится, естественно, постоянно их опускать, собирать урожай. Они растут вверх, и продолжаем вот эту постоянно обрезку, обчистку. И сразу же хочу еще сказать, вот какие-то крайности у наших зрителей всегда просто-напросто или все подряд обрезают для того, чтобы скрыть свои недостатки в работе, или же обрезают по одному листику. Я хочу вам такой пример привести. Представьте себе, что делает операцию хирург. Разложили на стол, то есть сделали анестезию, разрезали. Все, на сегодня, чтобы не было больно, остановили этот процесс, лежи. Завтра мы тебе уже вскроем там все и заберем тот аппендицит, вырежем или еще что-то. Ну вот примерно вот такого плана я хочу вам объяснить, почему я обрезаю. Допустим, вот созрели, да, то есть набрались плоды, определенное уже количество. Я же не все обрезаю, смотрите. Сначала внизу мы обрезали, затем здесь плоды созрели, налились, не созрели, созревает сейчас, налились. Здесь тоже обрезали, здесь обрезали. Ну, как-то проходит раз где-то в неделю или в 10 дней. Вот этот процесс происходит. На каждом кустике мы проводим вот такую обрезку. Вот. И получается, что мы даем возможность дыхания. Томаты очень любят дыхание, то есть сквозняк по ногам. А огурчики, кстати, тоже не имеют никаких претензий, им тоже здесь нравится. И здесь везде мульча. Мульча не дает возможность подниматься спорам грибковых заболеваний. Ну а для того, чтобы они нормально себя чувствовали, я постоянно провожу профилактические обработки против болезней. Вот после триходермина неделю назад, вот сейчас готовлю обработочку гаупсином. А пролить можно снова же через пару дней по соломе пролить раствором триходермина. Нужно поддерживать. Или же во время полива просто-напросто развести даже те 200 мл трихофита, триходермина на 10 литров воды и просто распылителем пройтись по вот этим всем, по этой мульче, по дорожкам, по всему, что находится в теплице, даже по стеночкам, для того, чтобы не дать возможность развиваться болезням.
И еще раз вернусь к обрезке листьев. Не обрезайте все подряд. Не прячьте свои проблемы. Просто-напросто смотрите, сколько здесь листьев. И фотосинтезу здесь хватает, и они уже под потолок подбираются. Нужно их будет сейчас уже немножечко в стороны размещать, для того, чтобы они уже в горизонте, по горизонту шли. И у нас это хорошо получается, но здесь, конечно, не как огурцы, лианы не получается, а вот получается вот таким образом с ними. Вот, видите, они наливаются. Это у нас, кстати, Белфорд. Ой, вот так вот. Это Белфорд, 4 куста, которые были 17 февраля. Вот смотрите, какая красота. Вот они. А сверху они продолжают расти, цвести, вязать. Вот, пожалуйста. Так что процесс этот непрерывный. Кстати, это у нас 17 февраля томаты. А вот здесь посеяны позже. Это мартовские 4 марта. И, по-моему, 17... Ну, надо, не помню точно, но это где-то середина марта. Здесь, смотрите, здесь меньше обрезка. То есть есть правила, подход к каждому растению. Но снова же это не обрезка сверху донизу сразу вся, а это постепенный вот такой процесс, работа ежедневная. Просматриваем, что, где, как растет. Было холодно. Первая гроздь очень слабая, мелкая, но мы не поливали. И это естественный процесс. Дальше налив идет хорошо. Процесс роста тоже идет хорошо. Так что нечего жаловаться. А обрезка будет, естественно, вот здесь тоже уже дни. Кстати, снова же напоминаю, дни обрезки, это зеленые операции, у нас есть календари на эту тему. Поэтому, пожалуйста, уже на июль тоже у нас есть календарь. Смотрите, в какие дни обрезать, для того, чтобы вы не заразили свои томаты. В любом случае должна быть чистота, но особенно для растений вот таких зеленых нужно быть сейчас внимательным, потому что переносятся заболевания различными комариками и другими насекомыми, поэтому нужно беречь растения. Вот это у нас вообще последняя, вот это середина февраля, видите, какие они. И тоже уже начинают созревать. Вот такие. Вот. Тоже вяжут, тоже растут. Никто их не срезает полностью листья. Мы говорим о том, что мы срезаем листья после того, когда вот уже тут пора будет и пасынок убрать. Вот смотрите, у меня этот куст как показательный. И пасынки нужно убрать, и листья уже нужно убрать ниже вот этих плодов. Для того, чтобы растение снова же дышало, для того, чтобы все питательные вещества шли именно к этой кисти и созревали быстрее, чем это происходит вот при полном параде этих листьев, когда растения заболевают, и вы потом их срезаете. Ну, может быть, сумбурно, но я постаралась ответить на все ваши вопросы и на все ваши замечания по поводу обрезки листьев томатов. Вот они такие, они не стоят голые, они себе растут. Фотосинтез идет нормально, и нормально идет развитие растений. Желаю вам крепких, здоровых растений, хорошего урожая и удачи во всех ваших делах. До новых встреч в новых видео на нашем канале.